Вот в предыдущем видео я показывала, как я разрезала 8 таких треугольничков. Из 5 я сделала пирог внутри со звездочкой. А из этих 3 я сделаю сейчас пирог с начинкой. Начинку я возьму варенье какое-нибудь. И наверх я выложу 3 вот такие штуки. И где-то в комментариях мне писали, что этот узор похож на какие-то цветочки. Уже не помню, как название. И, в общем, что получится, вы сейчас сами увидите. Вот так вот лепешку на варенье. Теперь я возьму чуть-чуть теста вокруг сделаю сеточку, чтобы она не так, чтобы он не такой открытый у меня был пирог. Я сделаю вокруг сеточку. Если еще что касается, меня спрашивают, как я ровно так раскатываю круглые лепешки. Во-первых, когда я вот так их раскатываю и нарезаю их, я потом их с одной стороны и с другой стороны их прижимаю и раскатываю. Но не все это могут. Если вы не можете, то сделайте вот такой вот шарик, нажмите его с одной стороны и с другой стороны, и тогда она у вас уже получится ровный круг, и никуда ничего не вылезет и не будет выпирать. А круг будет красивый и ровный. И все время в муку и раскатывайте. Можно так раскатать, потом вот так поворачиваете. Это для тех, кто меня все время спрашивает. И еще многие спрашивают, я уже показывала, мне кажется, уже 2 раза показывала, как я делаю сеточку. Но почему-то у меня все время опять же спрашивают, как делать эту сеточку с этого валика. Она у меня тоже не всегда все разрезается, особенно это касается, если у вас очень-очень тесто расплывается, не держит форму. Тогда вам даже его перенести невозможно, потому что она прям плывет тесто. И вообще с этого теста, которое сильно плывет, с него невозможно делать что-то такое с узором. И еще что касается жидкого теста. Очень часто пишут, что если тесто не плывет, не расплывается, значит выпечка нехорошая. Наоборот, если у вас тесто расплывается, то она, даже если вы никакой узор не делаете, а просто пирожки пекете или пироги в духовке, она у вас расплывается, и сверху она у вас неравномерная и некрасивая. И это сразу, кто немножко понимает в выпечке, это сразу видно по готовой выпечке. Если она уже такое неравномерное, сразу видно, что это тесто плывущее, и оно некрасивое. Но если вас это устраивает, пожалуйста, делайте жидкое тесто, но узоры с него такие не получаются. Это однозначно. Вот. Я всегда опускаю в муку, вот так прокатываю в муке и вот так вот нажимаю. Вот так. И потом смотрю, она уже лучше стала. Где не расходится, я просто ножом вот так вот расталкиваю их. Рассоединяю вот так ножом. Опять же, если вы все-таки не любите жидкое, покруче, не то что покруче, а такое тесто, которое держит форму, то даже если вы с него сделаете
то вы его можете вот так вот перенести. Тогда легче. Все. Лишнее отрезаю. Что касается этого валика, для того, чтобы он лучше резал, попробуйте его, ну, конечно, не переусердствуйте, попробуйте вот тут вот, я думаю, что видно на видео, вот тут вот немножко вот так вот его раздавить немножко, но не переусердствуйте, чтобы не совсем ее не вырвать, эту штуку, и не сломать совсем. Просто немножко вот так вот поиграйте им, чтобы она у вас тогда, она лучше кататься будет, и тогда и прорезать у вас лучше будет. Просто вот так немножко подергайте ее немножко. И она потом лучше раскатывает. Как всегда, берем бумагу и всегда делаем все на бумаге. Вот это можно в сторону отложить пока. Его можно и без сеточки сделать, но так как меня просили еще раз показать эту сеточку, я этот раз делаю с сеточкой. Выкладываете эту лепешку, берете варенье. У меня варенье, мне моя мама дает его, это походу сливовое. Если она немножко жидковатая, добавьте пару ложек или муки, или ложку этой манки. И тогда она не сильно так расплывается. Я просто положу, просто она густой у меня. Все равно можно было добавить пару ложек манки. Я ее так выложу, варенье так выложу. Манку можно и сверху вот так немножко притрусить. Потом можно немножко вот так размешать. Лучше, конечно, отдельно это сделать, но если вы его так сделаете, тоже ничего страшного не произойдет. Эту манку всегда я беру для подстраховки. Ну и защипляем. Тут не важно, как вы это сделаете, важно, чтобы у вас просто это все получилось. Немножко поднять вот так борта. Лучше, конечно, я теперь маленький опять кусочек взяла. Лучше, конечно, выше поднять эти борта. И теперь можно вот так вот. Приложить. Середина у нас закроется. Лучше, конечно, его все равно сюда придвинуть, чтобы по краям немножко его длиннее сделать, чтобы по краям была видна вот эта сеточка. И вот так вниз. И подправляете вниз все лишнее. Вот так вот. Просто подгибаете. Вот тут чуть-чуть можно растянуть. У меня тут маловато получилось. Все. Подогнули все.
Теперь займемся нашими этими 3 деталями. Они у нас уже очень сильно поднялись. Их нужно было сразу делать. И снова тянем, немножко растягиваем. И, как я говорила, лучше на уголки нажимать, в сторону уголков. Все. Подправить каждый уголок. И эти 4 слоя. Поворачиваете и нажимаете на уголок. Я их потом выложу все 3, чтобы видно было. Если я сейчас положу на варенье, потом уже я не смогу подправить ничего. И в палочках еще желательно, чтобы палочки, если у вас нету палочек, можно просто акварельные кисточки купить. Они сейчас всякие вот толщины бывают. И они чем хорошо, кисточки, тем, что они вот тут вот не тупые, не обрезанные такие, а острые такие. И когда вы нажимаете вот этим, например, тогда сильно середину не давите, потому что это потом может порвать. Поэтому нажимаете больше на край. А если у вас вот это будет такое острое, продолговатое, не такое тупое, то у вас вот это вот нормально можно нажимать, и она не будет рваться. И нажимать тоже нужно хорошо нажать, но и не продавить все насквозь. И, конечно, это делать сразу, а не ждать, когда оно уже тут подсохнет. И так как они у меня уже сильно подошли, я их уже не буду больше ставить на расстойку. Я сейчас сразу его поставлю, этот пирог, сразу в духовку. Почему еще хорошо тем, что это тут сеточка, тем, что если я все-таки сейчас как-то неправильно положу, то я могу подправить. А если просто на варенье выкладывать, то оно уже так не подправишь как надо. Тут теперь нужно смотреть, чтобы хорошо по центру все разместилось. В общем, вот так, как-то вот так. И еще можно вот эти вот сделать поменьше, или вот сам этот пирог побольше сделать. Или же делать вот эти круги маленькие, вырезать и с них делать, тогда аккуратнее будет. Вот такой вот еще. Тоже на расстойку не буду сейчас ставить, я сразу его в духовку поставлю. Тут у меня тесто тонкое, оно быстро поднимется, оно на ходу поднимется. А это уже все у меня поднялось, поэтому сразу в духовку. Вот такой вот пирог у меня получился. Сеточку я уже в одном видео говорила, когда вы делаете сеточку на варенье, на джем, мармелад, там, конфитюр еще, там, в общем, на такое, если вы делаете, сеточку рвет. Вот она в середине порвала, но это не страшно. почему я все-таки ее делаю, то
сеточку, потому что она по краям остается, и по краям вот ее видно, вот тут вот по краям. Вот. И она все равно придает ему красоту. Вот эти 3 детали, вот эти 3, они должны быть чуть меньше, чем сам пирог. Так как у меня уже теста мало было, я делала из остатков нижний этот пирог, то он у меня маленький получился, они большие. И важно очень, чтобы вот эти детали, они не съезжали. Если они будут падать сюда, съезжать с этого пирога у вас, то они вот эти вот все слои, они будут тоже расходиться, и у вас все это, весь узор распадется. Поэтому очень важно, эти должны быть меньше, чем сам пирог. Также я смазала сиропом 2 вот такие столовые ложки сахара, вот столько водички и вот так где-то пол чайной ложечки вот сюда кофе положила, вскипятила минутку 2, покипятила, и когда она немножко постоит, он потом вот густой становится. Он гуще становится, чем сильно густо не делайте, потому что он потом еще загустеет. И вот я уже 1 раз смазывала, и сейчас еще раз пройдусь. Можно несколько раз смазать. Если вы глянец не любите, то не мажьте, можно просто водой сбрызнуть и каким-нибудь маслом сливочным, оливковым или даже подсолнечным. И она тоже и вкусная, и мягкая, и тоже красивая, и тоже дает какой-то не столько блеск, сколько лучше. И эти все смазки мне больше нравятся, чем вот смазывать яйцом. Яйцо мне не нравится, ни запах не нравится, ни вкус, ни цвет мне не нравится. Вот такой вот. Если вам понравилось, пеките на здоровье, пишите комментарии. До скорых встреч. Всем пока.